and brothers and sisters. Всем привет! Всем салют, меня зовут Алан. Я Сергей. А это значит канал Торопых. Самое туристическое шоу о марихуане. Как мы и говорили в предыдущем уже выпуске, этим летом мы собираемся много ходить, бродить. Это и для здоровья полезно, и для мозгов полезно, для разума полезно. И вам, судя по всему, это заходит. На этот раз мы поехали в еще более крутое место, еще дальше, это уже, можно сказать, почти что тайга. Вот чуть-чуть на север уже начинается тайга, это национальный парк Алгонкин. Тут есть все и всего очень много, там тысячи озер и так далее и тому подобное. Наш маршрут, по идее, должен быть очень живописным, запоминающимся. Да. И есть определенные у нас наметочки, мы уже пару грибочков тут встретили, поэтому, наверное, мне кажется, все должно получиться классно. Будет офигенно, будет рыбалка, будет грибалка, уха, готовка, чего только не будет. Самое главное, будет вот эта великолепная, офигенная просто канадская природа, нетронутая, потому что это заповедник, здесь куча правил, то есть как бы да, есть свои ограничения, но зато благодаря этим ограничениям парк просто в первозданном виде сохранен. Сегодня мы пошли по короткой тропе проверить себя, проверить снаряжение, потому что здесь есть тропы по 80, по 90 километров, но мы пошли пока что 6 километров тропу такую просто обзорную. Если зайдет, поедем потом на И более... загрузились мы на самом деле специально, умышленно, намеренно мы загрузились прям колоссальненько, так прям как положено, чтобы, испытаем себя, а потом будем все дальше и дальше ходить, и потом, глядишь, пройдем как этот маршрут называется? Appalachian Trail. Appalachian Trail, он всего лишь там 3,5 тысячи километров, там полгода идти надо. С подъемом на 2 километра по высоте. Херня, для нас это так. На следующий год цель. Да. Ровно через километр этого пути мы такие, что-то мы уже подвыдыхаться начали. Ну ладно, что, пойдем посмотрим на парк. Да, джаблес. Торопых, на ютубе канал, где ты плотно надыхан. Торопых, чтобы после работы с пацанами прийти. Торопых, ощущение, что дым ярлыками утыкан. Торопых, мы тут курим с друзьями на слога такие. Free my mind, to shy up. 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 I get it there for America. She know they ever let me down. I get another one for Senegal. She know they ever give me now. I get another one for Unilog. That one behaves like a you know. I get another one for Unipop. See me see drop up in there, but no we don't bust. Первая точка интереса на нашем пути. Walking Falls. Такие водопады. Водопады все-таки. Там вот можно увидеть с небольшой высоты. Местных жителей, которые просто здесь ходят, купаются. Кстати, водичка чистая, просто кристалл. Да, она немножко такая торфяная, да, но прозрачная. Ты что, решил поближе к матушке земле? Холодная. А? Да? Да ладно. Да, очень чистая вода. Грибы, смотрите, видите гриб? Дофига их там. Так вообще красиво. Но правда и людей здесь прилично. Я все-таки перешел. Вот так. Вот по этим камням. Вот там единственное опасное место, где идет вниз, там скользко.
Вот на эти камни иди. Здесь прям такая тишь, Ага. гармония. Рыба вон там плещется. Вообще. Ну, по идее, тут водится вот такая вот форель. И они в целях исследований вешают на нее вот такие вот возле плавника метки. Видишь, Lake Trout Tracking Study. Да, короче, поймаешь такую рыбку, отпусти ее с Богом, брат. 180 озер здесь содержат натуральную, ну, типа природную популяцию форели. Плюс они еще просто зарыбляют. Да. Интересно, в нашем озере она будет? Это получается Lake of Two Rivers, правильно вон там? Нет, там Мяу Lake, Ага. по-моему. Мяу. Lake of Two Rivers вроде бы вот там. Какой-то канадец здесь когда-то рейнджер встретил кота. Я назвал Сразу туда Мяу Lake. Че, пойдем? Да. Free my mind, you shy out. Free my mind, you shy out. Hey guys. Free my mind, you shy out. Free my mind, yo, free my mind, you shy out. I get it there for America. She know they ever let me down. I get another one for Senegal. She know they ever give me knock. I get another one for Unila. That one behaves like a hitting on. А это не эти ли птицы орут, которые нам снимать мешают постоянно? А может, они за нами следят? Да. А вот он прям тут. Говорят, что у гагар очень ужасный. Ты все время говоришь гагара, гагара, а вообще тут есть гагары, и они в этом районе знамениты тем, что у них прям очень ужасный крик. А, да? Такой прям, типа прям с холодком, знаешь, по коже. А, такие, как будто человек кричит. Знаменитый Гагарий вопль. Гагара! Все в кувшинках просто. Полпути позади. Free or die. Панда Панда. плюс худи. Держись, комрад. Панда и... Как его там зовут? Кто? Буги Индахуди. А, ну или этот, Энди Панда еще есть. А панда это дизайнер, да? Да. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Ладно. Талисия оставила. Ага. Как узнать, Каталисия. что вандал долбоеб? А мне кажется, это типа А, это может её- быть. А, Инстаграм. Каталисия. А может быть и... Проверьте в инсте, есть ли такая каталисия или талисия. И напишите ей благодарность. Привет от Торопыха. Да. Прям по-русски напишите. Блин, нам смотрите, сколько имен, надо оставить что-нибудь здесь. Надо написать Торопых Ну да. где-нибудь. Вообще надо было... А, ну стикеры бы сняли. Подожди. Только что на каталисию, блядь. Ну, мы знаем, что здесь написано Торопых. Если я не ошибаюсь, мы нашли единственный ядовитый гриб. А, я с его уже этой. хотел взять. Не, его можно взять. Да его можно брать руками, А, ничего да? страшного. А может, это и не ядовитый. Не, все-таки это он, мне кажется. Видите? Это, короче, семейство Болетус, то же самое, что белые грибы. Но видите, какой он внутри, во-первых? У него такое, как будто как желе какое-то внутри. Да, и он, видишь, такой Красноватый. красный. Ага. Это вот единственный ядовитый, по-моему, Болетус. И запах такой у него немножечко пованивает, как будто. Неприятный. Ага. Легко перепутать с подосиновиком, но он даже синеет, Смотри, видишь? ладно, за секунду. Сразу синеет, реально. Да. Решили сделать привал, а здесь, вон, смотрите, сколько грибов просто. Что это за грибы? Ну, незнакомые грибы собирать не будем.
Пятый. Пятое место наше. Все. Вон там уже, кстати, озеро виднеется. Ну, вряд ли в камере видно. И все. Мы сделали это. Вообще красота. Номер 5. Номер 5 это вообще особенный номер. О, фрисби. Как раз недавно я вспоминал. Собака тут ее явно хватала. Вообще. Для костра. Вот здесь такая площадочка для палатки. Все как положено. Плаваем, высадимся вот на этот остров. Вообще. Красота вообще. Вода просто кристальная. Да тут пей не хочу. Ну, мне кажется, это стоило, чтобы идти 6 километров. Однозначно. Остров какой классный там. Вот там будет восход, Да. там закат. Красота. Вообще. Сейчас басов наловим. Опять я сказал преждевременно. Ну ничего. Ну все, расположились. Здесь сейчас будет одна. Когда не собирал палатку. Это очень легко. собирали палатку? Ничего нету проще. Так, здесь, так Я вот понимаю, там поставлю полочки. себе. Free my mind, desire. Free my mind, yo, free my mind, desire. I get it there for America. She know they ever let me down. I get another one for a nigga. She know they ever give me knock. I get another one for Unila. Здесь у нас оружие для защиты от смертельных врагов. Мы уже слышали войчий вой. Кстати, волчий вой. А это спрей от медведей. Так, я на такой узелок маленький завяжу, а этот спрячу. Вот такой у нас лагерь, ребята. Вы думали? Вы думали, мы просто городские туристы? Да мы не просто городские туристы, мы настоящие мастера выживания. Напомню, что у нас с собой вообще никакой еды нету, кроме картошки, лука, морковки, килограмма мяса, 2 пачек сосисок. И я еще взял 7 протеиновых батончиков, которые, по идее, нам... и лапша еще, бич-пакеты еще. Напомню, что мы идем на 24 часа. Да, потому что мы завтра уже выходим. Как вам наш лагерь? Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Палаточка. Все как положено. Сейчас покажу. Открывается. Здесь у нас матрасик. Сейчас все открою, все покажу. Не переживайте. Смотрите. Спальный мешочек. Пожалуйста. Подушенька надувная. Пожалуйста. Матрасик надувной. Пожалуйста. Зубная щетка. Пауэрбанк. Все как положено. Закрываем. Будет жарко, но жарко не будет. Можно сеточку оставить. А так все прикрывается вот этой штукой. Сейчас мы с Серым, наверное, искупнемся. Вода великолепная, чистая. Я прямо отсюда и буду с озера пить. Но, наверное, все-таки мы сначала ее все-таки прокипятим. Что может быть лучше для разума, чем чистый воздух, высокое содержание терпенов в воздухе? Самая настоящая синрин-йоку, которую я уже много раз упоминал. Это купание в атмосфере леса, тишина. Вот что самое главное. Когда живешь в Вавилоне, этот шум постоянно тебя поглощает. Постоянно как будто бы хочется куда-то выбраться, чтобы вообще ничего не слышать. И вот твое внутреннее я, оно постоянно это говорит. Постоянно говорит, что твое внутреннее я тебе говорит в городе. Что нужно ехать Вот. и ловить рыбу. И тишина, скажи, вот есть такой вот прям позыв иногда, и тебе кажется, что ты просто типа, просто настроение херовое или перекурил. А на самом деле это вот и есть твое собственное я, которое говорит, блядь, чувак, что-то не то. Говорят, что вот этот русал, он моряков затягивает в воду. Марихуану затягивать. Марихуаной затягивает моряков. Кстати, нам надо принести жертву. А? Жертву перед рыбалкой надо принести. Давай я жертву принесу, а ты кури. Вот, чтобы я тоже поучаствовал. Но тебе придется мне свернуть. О, это, кстати, с удовольствием, на самом деле. У меня прям руки чешутся скрутить косячок. Да, водичка просто отпад. Да? Заебись, водичка. Это, кстати, сразу можно мем вставить. Я на остров поплыл. О, давай. Короче, я тоже пойду переоденусь и в водичку.
Контента ради, не ради рекламы. Обувь Соломон. Материал Гортекс. Вот так они выглядят. Впервые в походе. Одел первый раз. Честно, влюбился в них сразу же. Они водонепроницаемые. Проходимость просто стопроцентная. Сплошной кайф. Так что, если будет возможность, если кто-то хочет приобрести себе хорошую обувь, я купил ее за $150 канадских. Вот такая вот тема. Сейчас поплыву к серому. Вон, видите его? Вон там он. Говорит, там очень много голубики. Серый уже занял остров. А в Северной Америке как? Занял землю, значит земля твоя автоматически. Вода просто кайфяк. Камешки, конечно, островатые. Вон там вижу плоские. Вид просто... Вообще четко. Стол, под столом вон очаг. Веревка. О, такой красивый кадр. А? Такой красивый кадр с сосной. Ляпота! Ну ты попробуй сначала промерить. Вчера смотрел прогноз. Да. 8% вероятность дождя. Думаю, зачем тащить тент? Тент весит почти килограмм, занимает место. Ну не пойдет же дождь. Что мы видим? Сколько там, 20% хотели? 8%. Торопышья удача. На самом деле так, фигня дождь. Я не знаю, что это за магия гамака, но как только ложишься в эту гравитацию, Так покачивает. да, сразу хочется уснуть. Вообще, просто кайфы. Да. Сейчас пойдем по дрова, разведем костер, половим рыбоньку. Ну и, естественно, что-нибудь приготовим. У нас 2 горелочки. Посуды, слава богу, у нас более чем достаточно. А? Будет уха, да. Орудие походного лесоруба. Лес валим. Щепки летят. Как те люди, которые основали Algonquin Park. Осторожно, палатку не порви. Водичка. Вскипятить. Примус. Примус это как ксерокс, похоже, да? А? Ну, примус, вот в русском языке же вот любая вот такая конструкция называется примус. Ксеркс. А здесь это типа торговая марка примус. Слово ксеркс. 300 спартанцев. Ух, нихуя себе. О, она прям вообще очень быстро будет закипать. Да, потому что тонкое Сейчас дно. мы еще накроем ее. Угу. Так, мы начали рыбачить, не принеся жертву. Нужно срочно это дело исправить. А лучше всего приносить жертву тем, что ты сам вырастил. Да, Сам вот это вырастил, вообще, Сам вложил, сам отдал. Целую шишульку. конечно, ну-ка покажи. Вот она, вот Пожалуйста. она. Мамма мия. Ну что, Вся в трихомах. ловись, рыбка большая и маленькая. Приходи, удача большая и маленькая. Уже была поклевочка. Здоровья всем нам.
всем вам, подписчикам. И что? И за природу. За Да, природу. за природу. Речным богам озерным. Сейчас рыба подъест шмали, ее ножом протянет. Вот тут такие червячочки. Все просто всплывать вот так же вверх животом будет, с телефонами вот так. Все, ушло. Ушло. Давай. Сейчас сразу начнем. Ага, ну уже была поклевочка. Да. Да. Ладно. Даже если рыбы не будет, с голоду не помрем. Че, хочу испытать вот эту штуку. Life Straw. О, кстати, да. А, так Lifestro это бренд? Да, это бренд. Ага. Но он такой, типа, как законодатель моды. Вот как Примус. Да, да, да. А, Примус это тоже, типа... Это бренд. А, да? Даже Мастер и Маргарита, кот Бегемот. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное. Ну, с неприкосновенный чревовещательный кот, пожалуйте-ка сюда. По идее, по-хорошему, нужно во что-то ее набрать. Ну, типа в стакан, Ага. пить вот так вот. Но можно прямо из воды. Ну, Как давай. это делают. Но для этого мне придется прям лечь. Ну, а что поделать? Наверное, помедленнее, да? Чуть надо. Ой, я сейчас упаду туда. Ну, как по вкусу? Как фильтрованная вода. А, да? Никакой там нету такого ощущения тины. Вообще нормальная. Да? Хочешь попробовать? Круто, давай. По ощущениям, как обычно, бутилированная вода. Угу. Если честно, вкуснее, чем из-под крана. Ну чё, Сейчас сполосну его. уха у нас точно будет. Красавец. Ясь. Малоротый. А, малоротый бас. Малоротый бас. Красавчик. Как бы отличается тем, что, видите, у него рот Ага. заканчивается до глаза. А у большеротого он заканчивается за глазом. Вот так Ага. проще всего. У большеротого рот вот до сюда был бы. Да, да, А у да. этого вот, то есть... Ну все, как бы одна уже на уху у нас точно Ну, есть. по сути, это как вот этот такой окунечек. Да, как в да, России да. вот окуни. То есть он такой мясистый, вот у него такая спина. Ну, мяса тут достаточно много. Ну, хороший вообще-то. Он перезасекся и засекся за пузо. Того моего... А нет, он, кстати, нормально засекся. Он просто так это. Ух, это вообще красавец. Я думаю, моего первого можно отпускать. Да и второго моего можно отпускать. Личный рекорд пока что. Уха у нас будет наваристая. Есть? Нифига себе. На каждом забросе. Реально, на каждом. О, чуть помельче. Рыба клюет. Костер горит. Так, чисто дымок, чтобы комаров не было. Природа просто вообще. Ну, посмотрите, блин. Братишка, передай другим. Давай самого главного вашего. А все, кстати, почему такой клев-то начался? Мы жертву принесли. Жертву Посейдону. Ганжа. Это водному богу. Водный бог лучше подходит. Плыви. Ух, какой мощный. Ага. Ты как будто в небо его отпустил. Ну, как мы и говорили, у нас ничего с собой нет. Эту Кроме картошку, картошки. а мы вырастили ж сами ее здесь. Нашли Буквально. дикая. Дикий картофель, да.
Сейчас, может, найдем и дикий лук. Очень вероятно. Очень вероятно. Дикую рыбу нашли, дикий картофель нашли, дикий лук нашли. Все, соль есть? Да. Есть, Сегодня прекрасно. я взял. Сегодня у нас на ужин будет уха. На самом деле мы даже зря брали шашлык. Мышлык. А это что за? Это дикая трава? Да ладно. Это знаменитый алгонгинский ленд-рейс? Короче, уха самая вообще простая. Но на самом деле это еще не самая простая. Есть радикальные ушные повара, которые даже за картошку готовы убить. Да ладно. Да, типа там должна быть только рыба и вода. И что-то еще. А, укроп еще очень многие зелень, бросают. я, кстати, не Да. взял никакой зелени. Ну и ладно. Но вообще, на самом деле, отчасти я согласен, что и картошка там не нужна, но немножко для нажористости. Ничего. Лук, кстати, я вот в уху не режу, я его кладу прям почти целиком. Ага. Он там А потом варится до убираешь. бульона, а потом просто его Ага. выбрасываю. Не люблю, когда там лук. Ничего нет лучше рыбы, которую ты сам поймал, сам почистил и сам приготовил. Это самое вкусное вообще, что только может быть. Вот они. Ребешечки. Еще две у нас, если не хватит. И мне кажется, мы можем наловить сколько угодно еще. Вообще да. Че, пойдем закидывать. Еще одна не влезет, походу. Я думаю, нет. Я думаю, нормально из таких двух рыбок будет. Помнят руки-то. А еще бы. Честно, давно уже прям хочу просто Покрутить. да, чисто потренироваться. Ну, тут сам Бог велел в таком месте. Я прям предвкушаю, как я сейчас дуну. Я буду смотреть на тебя, кушать уху и насаживать червя. Прям на пальце. Комарицкий. Единственное место, которое не было намазано. Техника полная. Беспроигрышная. Ну, на самом деле, да. По лесному. Жаловались, что там травы нету, Вот вам, никто смотрите. не курит. Сейчас серый пыханет, и даже у меня поднимется настроение. В последнее время, как бы, ввиду того, что я не курю, а люди вокруг меня курят, я начал обращать внимание, что... И там писал кто-то, что вот ты просто надыхиваешься. Не обязательно. Это может где угодно находиться. Я могу где угодно находиться. Но поскольку ты уже просто вот в памяти у тебя заложено, что человек, который курит, у него поднимается настроение. И если есть в компании связь определенная, ну, ты однозначно, как член коллектива, ты чувствуешь примерно то же самое настроение. И вот среди нас же тоже есть ребята, которые не курят. Тот же Женя, он, например, вообще не курит. Но типа он тоже говорит, у меня типа все время повышается настроение, типа вот когда я просто смотрю, как вы курите, там, или еще что-то. Это просто идеальный. Помнят руки такие? А запахи-то вокруг какие, ай-яй-яй-яй. Знаешь, чего только не хватало? Не хватало только запаха мазара. О, прикуривается какие. Ты его еще хранишь правильно, в отличие от меня. Да, и уже долго. Это уже где-то месяца два уже примерно лечения. Просто я даже когда еще только его начал прикуривать, сначала уже такой запах самой шмали, и прям чувствуется, что он другая. Да, она сейчас такая. Прям вот пролеченная просто. Сильный дизель прошел, Угу. и остался такой, уже начал цветочный чуть-чуть появляться, и Очень тонкий разные. такой. Да. Аромат Да, просто вообще топовая шмаль. Печка просто решает. потому что Однозначно. даже вот то, что ты мне дал, Да. целую банку, Да. я ее хранил вообще неправильно. Ага. Каюсь, И она просто типа высохла. высохла. Да. И
вот я ее только докурил, эту банку. И вот я вчера последнюю шишку скурил, и я скажу тебе, небо и земля, как вот это просто Да, разная шмаль. да. Вот то, что я вчера курил, и вот это. Пролечка 100%. Помимо всего И прочего, запах, и вкус. помимо всего прочего, там же Я еще вот смотрю, аж волосы дымом встали. от кайфа. Реально, у меня такие волны побежали по голове. Это еще природа. Здесь все. Вот это и есть антураж на самом деле. Даже вот эта уха, которая сейчас там стоит, это эффект антуража. В траве же еще, помимо всего прочего, со временем и под воздействием кислорода и так далее, еще открывается, помимо того, что там терпены появляются, есть же еще такая молекула, которая называется терпеноид. Ее очень часто используют взаимозаменяемо, этот термин, но на самом деле это неправда, потому что терпеноид это типа терпен, изопреновое звено которого добавлен кислород, и он тоже своими свойствами обладает. То есть на самом деле пролечка, как ни крути, пролечка решает. Эту шмаль я чуть рановато снял, но я сделал это намеренно на самом деле, потому что я хотел ее сделать максимально такой психоделичненькой, и в ней есть эта херня. Да. Да, она не сколько расслабляет, сколько, не знаю, на такой. Но это еще бывает иногда и минусом. Однозначно, потому что последние вот эти дни, когда я курил ее, у меня начиналась настоящая тревожность. Это Просто. зависит от сеттинга, в первую очередь. Ну да. Все говорят, сеттинг для психоделиков, но на самом деле для 100%. травы, хоть это уже и кажется такое привычное и уже такое повседневное, но Да. на самом деле, используя сеттинг и куря не часто, вы намного усилите этот опыт. И опять-таки тот же самый эффект антуража, да, мы, получается, на нашем канале немножко раскрыли грани, которые вот когда-то в свое время сформулировал профессор Рафаэль Мишулам и профессор Руссо, да, что вот эффект антуража это только те компоненты, которые содержатся в марихуане, но на самом деле это еще больше. Это люди, которые окружают, это та атмосфера, которая вокруг тебя, окружающая среда тебя. Это очень большое количество, да, разных факторов. И поэтому очень часто, когда люди спрашивают, расскажи про этот сорт, да, опиши этот сорт, это лишь капля в море, когда ты вот как-то вот пытаешься охарактеризовать сорт. Сорт, даже сам сорт и само понятие сорт, это тоже капля в море на самом деле. Тут даже лучше по-другому вопрос формулировать. Расскажи, как и где ты ее курил. С кем ты ее курил, где ты находился в этот момент. Все, мне конец. Но Тебе только начало. Глаза у тебя, подожди, посмотри, блядь, сюда. Но Просто исчез. я скажу, что это один вообще из лучших джойнтов в моей жизни был. О, У меня опять это- мурашки. Просто от Я прям вижу, у самого тебя прям этого волосы места встают на это руках. вот и есть антураж. Вот он. да, Антураж со всей вселенной, можно сказать. да, единение. Фу, это просто топовая шмаль. Просто это так красиво. Я еще когда накуриваюсь, мне все кажется более красивым, чем есть. Знаешь, когда-то я сказал, я помню, у нас был разговор там с людьми, они только приехали с отпуска, и я им сказал одну вещь, знаете, вы по-любому не были в отпуске и не познали, что такое море, если вы не были накуренными на море. Да. Да. То есть, как ни крути, могу тебе с уверенностью сказать, что я завидую сейчас. Ты так ожесточенно пишешь это бревно. Ух. Так красиво вообще. Ставьте лайк, если это красиво. Меня немножко отпустило. Я замерз. Когда сильно накуривает, многие знают, замерзаешь как-то. Но когда немножко начинает отпускать, может быть, давление падает или что, ну прям в холод бросает. Такая тишина вообще. Костер горит. Тем временем уха уже готова. Надо по правилам ей сразу ее лучше не есть, а надо немножечко ей дать постоять. Отдохнуть, так сказать. Некоторые даже ее заворачивают в какую-нибудь куртку, ну вот крышечкой накрывают, чтобы она помедленнее отдыхала. И она потом на утро вот такая уха становится как холодец, как желе типа.
Это волки или птицы? Я думаю, это птица. Звучит так. Ага. Напишите в комментах, что за птица так воет. Почему она нас пугает. А может это и есть Гагара, блядь? Ёбаная Я Гагара. читал, что они издают очень страшный звук. С детства не доверял этим птицам. Картофанчик. Половничков у нас нет. Да. Ну, бульончик через край. Да. Картошку так. Все прям через край. Как слеза. Бульон. Просто идеальная уха. Поперчить теперь. И все. Зелени жаль нет, а можно было бы взять. Ну ничего. Мое, как говорится, почтение повару. Вкуснота. Запах. Вот это уха. М. Рыба только что плавала. Можно Вообще. сказать, почти живую закинули. Опять-таки Красота. тот самый пресловутый антураж. Хлеб, хочешь хлеб? Давай. В лесу можно все. Я миллион лет уже хлеб не мне кажется. Тем более такой с костра. Жаристый. Такой вид сзади. Вообще. Ставь лайк, если это круто. Сейчас паузу нажму, поставлю. Просто кайф. Вода из озера, Кстати, рыба из озера, картошка местная. дикая. Лендрейс картофельный. Надо чаю сделать. Обычно вообще чай не... Ну, дома я вообще не пью чай. Да, здесь прям А в лесу хочется. Сейчас клевать еще начнет. По лесному чай заварим с веточками. Пока, значит, мы любовались там звездным небом, все просто, блядь, скажем так, поджарился. Ох, ты меня просто, я тут снижаю светочувствительность своих глаз уже 40 минут, а ты просто своим прожектором, смотрите, как он светит, блядь. Это еще маленький сейчас сделал. Вот смотри. Это легально вообще в Канаде такой фонарь иметь? Наверное, да. Это как Годзилла таким лучом. Ну сейчас будет готово. Говорят, когда вот такой горелый едят, значит волков бояться не будут. Нам бы хорошо как раз их не бояться. О, пахнет вообще неплохо. Ну так, немножечко противоволчины, скажем так. Да нет. Ну, а нам тут пригодится. А это еще немножечко дожарится. Очень даже. М? Очень даже готов. Угу. Ну, мягкий. Ну, прям такой с корочкой. И сочный. Да, это зажаренное даже вкусно. Ага. Короче, Алан говорит, а что там так, типа, облака подсвечены, зарево такое. А я думаю, ну, типа, костер, наверное, жгут. Ага. А сейчас стало понятно, что там за... О, даже на видео видно.
просто жесть, вы посмотрите. Это восходит гребаная луна, дамы и Причем мы господа. прям видим, как, прям, смотри, она прям заметна. Она прям поднимается, да. Еще какое-то солнце всходит. Ага. Жесть. Доброе утро. Костер горит, чай заварил. Сейчас подожду, что постынет. Алан еще спит. Он не спит уже. Будешь чай? Да. Чай тебе заварю. Я его все, блядь. Ну, я думаю, часов до 4 я, наверное, не спал. Я вообще как Вот убитый. так просто одним глазом. Это был интересный опыт. Хрена ли? У меня в доме обычно даже ничего не жужжит. Типа, все источники света выключены. Здесь единственное, заебись, что все источники света исчезли. Но слышишь, я слышу все. Ну, это же такие натуральные звуки. Да, ну не знаю, это надо подстраиваться. Типа, надо, чтобы мозг перестроился. Поэтому я на них реагирую. В каждую минуту, каждый час, вернее ночи, новое животное начинает орать по-своему. И ты опять начинаешь реагировать. Могу сказать, вот кто говорит, что гамак это типа плохо для спины, я вот, мне кажется, не согласен. Иди нахуй. Я вот сейчас лег после палатки в этот гамак, у меня так расслабилась спина, мне так удобно, блин. А вот после ночи в палатке, честно говоря, сейчас немножечко так спина и бока Ну, у меня тоже, побаливают. Но больше бока от того, что что-то впивалось постоянно, даже хоть и надувной коврик. А в гамаке вот я сейчас лежу просто по кайфу. Завтрак чемпиона. Настоящие чемпионы завтракают шашлыком. Мне вообще очень интересный сон снился. Вылажу я, значит, ночью. Это все очень реально, очень все реалистично. Вылажу, значит, я ночью из палаточки. И вижу, как две росомахи. Что-то среднее между росомахами и пантерами дерутся, короче. Я сразу начинаю, так, надо серого будить. Захожу в палатку, серого нет. Напоминаю, это сон. Захожу в свою палатку, а там два маленьких детеныша этих существ. Они так шипят на меня. Потом один из них начинает человеческим голосом со мной разговаривать. И говорит им, что он живет с ними в таком, типа, как, знаете, как в лагере. И с ними вообще плохо обращаются и заставляют их попрошайничать и все такое. Потом резко картинка переключается, и мой собственный голос, как закадровый, говорит: это прокурор. Это типа я в суде уже такой бумажки, там что-то перекладываю. Я в пиджачке сижу. Я такой говорю: это прокурор, закадрово. Это прокурор, и он будет делать все, чтобы посадить этих детей. Но я попробую отстоять их права.
Вот, вот такой вот сон. На природе напомню, что я примерно до 4 утра вообще не спал. Мне кажется, я вообще все виды жизни ночной чисто по голосам изучил за эту ночь. Это было очень интересно. А вот и росомаха, блядь. Я знал, что я ее встречу. Бобер-мутант. Это Майкл Фелпс, канала Торопых. Сейчас мы возьмем камеру, возьмем GoPro. Не знаю, как там качество, количество. Ой, какая классная вода, бля. А когда первый раз заходил, мне казалось холодная. Ага. Сейчас прям вообще... Бля, я нагрелся тоже пиздец как. Не знаю, что вам там видно. В зиплоте уже вода, но камера пока работает. Наш лагерь. Здесь сразу глубоко. Палатка моя сушится. О, нихера. Вот, мне кажется, самое глубокое место. Тут прям Наверно, да. обрыв просто. Да. И там вон чернота дальше. Хорошо вошел. Как в небо. Бля, остров тот исчез серый, накрыла его волна. Тут реально прям отвесный обрыв. Да, здесь я прям выкарабкивался серый. Придется как это, по Ага. Ну, либо он туда подплыть. методом морского котика. Давай. Ты мне должен рыбу. А я вот так... Следы жестокого убийства найдены. А? Чья это лапка? Да, вот еще Пальцами. Кого-то тут съели. Это белку, похоже, кто-то сожрал. Вот ее хвост. Или этот. И вот эти, знаешь, маленькие рыжие такие. На, бурундука. Раз кости. Два кости. Тут коготь еще, нифига себе коготь. Это чей вообще? А вот еще смотри. Вот кости. Маленькие. Вот кости. Ну, это рыбные. Кстати, вот что это? Это крупная рыба. Ага. Короче, походу, какому-то хищному животному просто нравится принести вот сюда вот добычу. Да. И вот с этим вот видом просто поесть. Ну, в принципе, я понимаю. Наш местный островной Стоунхендж. Он по-любому в землю еще на 40 метров. О, тут крупненькая такая голубика. На завтрак. Самое то. Просто прям с листьями. Самые витамины. Вообще красота, молодцы. Вот сразу видно, люди на несколько дней приезжали, делать нехуй было. На острове как будто еще спокойнее. Не говори. Ну, казалось бы, сколько тут от нашего лагеря? 50 метров. Обед перед уходом. Лучше тащить их в себе, чем на себе. Все, собрались.
хочется поить никуда. Особенно не хочется идти. Сейчас только подойдем 6 к дороге. километров. Fuck you, man! Все, оставляем место в том виде, в котором мы его нашли. Никакого мусора, даже немножечко вон там вязаночка дров. 1893 ставили. Ну все, впереди 6 километров и 3 часа езды домой. My melody is sweetie past you. My energy, I fire passport. The shawty no go give me, I go knock up. Мы вообще с тобой сегодня как на прогулочке. Назад намного проще. Вот на том, на большом. Ага. А вот он, Торопых. Только те, кто знают. Вот он. Тот, кто знает, поймет то, о чем Да. речь идет. Ты уже 7 раз сказал про последний подъем. Да не, мы уже все. Приветствие же здесь было у нас. Ну где-то прям вообще прям рядышком. Блин, какой вид здесь. Такой каньон, там озеро. Жалко, что камера не может это передать. Ляпота. 6 километров Охуенно. без остановки. Вообще. Но, Но мы хотели потренироваться. да, Потренировались же. все, Потренировались. все болит. Нормально. Знаешь, я когда машину увидел, я понял, что в урбанистической жизни тоже что-то есть хорошее. Вот после таких походов начинаешь больше ценить обычные какие-то вещи. Ну что да. у тебя дома есть горячая Такое. вода. Да. Кондиционер, электричество, например. Кондиционер. Ага. То есть, как бы, мы это вообще не ценим. А вот так, побывав в лесу, Да, ты по-новому на это смотришь. да. И вот машина даже. Ну что, вот мы и дошли. Уже как-то так остыл. Да. Казалось бы, 5 минут назад я шел там, умирал и думал, что сейчас я упаду и дальше не пойду. Прошло 5 минут, и я уже готов еще назад туда пойти. Тренировочка наша прошла успешно. С первого раза мы покорили, хоть и не самый большой маршрут, но покорили его. Ну, С 13 полным километров. снаряжением. К рюкзакам привыкли, к таким походам с рельефом, с изменением рельефа мы привыкли. Нам понравилось, мы насладились, покупались, посмотрели великолепную природу, Порыбачили. перезагрузились, соединились опять с окружающей средой. Да вообще, что может быть лучше? Лучшие гор могут быть только горы, как говорится, На на которых которых еще не бывал. И мы с тобой и не были сегодня. Побываем еще. Да, обязательно. Еще побываем. Пойдем в следующий раз на 26 На километров. Джомолунгму? В 2 раза больше. Да. Все, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам такой контент. Мне вот вообще в кайф его снимать, в кайф монтировать. И самому Да. даже потом приятно посмотреть. Поэтому в любом случае такие ролики еще будут. Да, я Серому говорил, знаете, совсем недавно подумал о том, что наш контент для нас хорош тем, что лет в 55, в 60 мы вот так сядем и практически всю нашу историю Фотоальбом. практически пересмотрим. И в этом, в общем-то, есть тоже ваша заслуга. Поэтому не забывайте подписываться, не забывайте своим друзьям рекомендовать, ставить лайки, Колокольчик. рассказывать про нас своим друзьям, которым могут быть интересны такие два персонажа, как мы. Практически любому человеку может такое быть интересно. Однозначно. Ну Ну все, все, Покедова. салам. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.